Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Удивительная планета». Сегодня мы отправляемся в путешествие в одно из самых удивительных и загадочных мест на планете – Тасманию. Этот остров, затерянный в южных водах, подарит нам невероятные пейзажи, уникальную природу и насыщенную историю. В этом ролике мы узнаем, чем уникальны древние леса и редкие животные Тасмании, какие природные чудеса стоит увидеть своими глазами и каково это погрузиться в атмосферу настоящей дикой Австралии. Готовы к приключениям? Тогда пристегните ремни, мы начинаем исследовать удивительный мир Тасмании. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить самое интересное путешествие. Тасмания, островной штат Австралии, обладает уникальной и богатой историей, которая охватывает десятки тысяч лет. От древних аборигенных культур до европейской колонизации и современного развития. История Тасмании отражает сложное взаимодействие между природой, людьми и временем. Первыми жителями Тасмании были тасманийские аборигены, которые заселили остров примерно 40 тысяч лет назад, когда уровень моря был ниже, и Тасмания была соединена с материковой Австралией сухопутным мостом. Эти первые народы адаптировались к суровым условиям острова, развивая уникальные технологии и образ жизни. После окончания последнего ледникового периода, около 10 тысяч лет назад, уровень моря поднялся, отделив Тасманию от материка. Этот географический разрыв привел к тому, что аборигены острова развивались изолированно, сохраняя свой образ жизни практически без изменений на протяжении тысячелетий. На момент прибытия европейцев численность коренных народов острова составляла от 4 до 6 тысяч человек. Они жили в племенах, занимались охотой, рыболовством и собирательством. Их культура и традиции были глубоко связаны с природой острова. В 1642 году голландский мореплаватель Абель Тасман стал первым европейцем, увидевшим остров. Он назвал его «Землей Ван Димена» в честь своего покровителя, генерал-губернатора голландской Ост-Индии Антони Ван Димена. Однако ни Тасман, ни другие европейские исследователи того времени не высаживались на остров. Первые британские поселения появились в начале XIX века. В 1803 году остров был колонизирован как пенитенциарная колония для британских заключенных. Город Хобарт, основанный в 1804 году, стал вторым старейшим городом Австралии после Сиднея. Колонизация оказала разрушительное воздействие на коренные народы Тасмании. Конфликты между аборигенами и европейскими поселенцами, известные как Черная война, а также эпидемия болезней, привезенных европейцами, и насильственное переселение практически уничтожили коренное население острова к середине XIX века. В 1825 году Тасмания получила статус отдельной британской колонии. В 1856 году она была официально переименована в честь Абеля Тасмана, и начался новый этап развития. Постепенно прекращение транспортировки заключенных, последний корабль с заключенными прибыл в 1853 году, способствовало росту свободного населения и развитию экономики. К концу XIX века Тасмания стала важным сельскохозяйственным и промышленным центром, известным производством шерсти, фруктов и минеральных ресурсов. В 1901 году Тасмания стала частью Австралийского Содружества. В 20 веке экономика острова продолжала развиваться. Природа острова, включая знаменитые национальные парки и богатую флору и фауну, привлекает миллионы туристов со всего мира. Сегодня Тасмания знаменита своим культурным наследием, включая сохранение аборигенной истории и искусства, а также современными достижениями в науке, искусстве и экологии. Остров остается важным местом для изучения взаимодействия человека и природы, храня следы как древних, так и современных эпох. Тасмания известна своим поразительным ландшафтом и разнообразием природных форм.
Этот небольшой остров площадью около 68 тысяч квадратных километров обладает уникальными географическими и климатическими особенностями, которые делают его природное окружение неповторимым. Тасмания расположена примерно в 240 километрах к югу от материковой Австралии, отделена от нее проливом Басса. Остров имеет примерно форму сердца и окружен множеством мелких островков. Тасмания является частью большого горного региона, который ранее соединялся с материком в рамках древнего суперконтинента Гондвана. Это происхождение отразилось на ландшафте острова, где сочетаются древние горные массивы, долины ледников, реки и обширные леса. Рельеф Тасмании можно разделить на несколько ключевых зон, каждая из которых имеет свои особенности. Центральное плато и западная часть Тасмании покрыты горами и высокогорными плато. Самая высокая точка острова – гора Осса, высотой в 1617 метров, расположена в национальном парке Крейдл Маунтин, Лейк Сент-Клэр. Горы Тасмании имеют древнее происхождение. Их породы относятся к палеозою, а формы рельефа часто формировались под влиянием ледниковых процессов в четвертичный период. Горные районы характеризуются суровым климатом, низкими температурами и сильными ветрами. Здесь встречаются обширные торфяники, альпийские луга и ледниковые озера, среди которых выделяется озеро Сент-Клэр, самое глубокое пресноводное озеро Австралии, глубина более 160 метров. Западное побережье Тасмании известно своими суровыми пейзажами, крутыми скалами и нетронутыми дождевыми лесами. Этот регион получил мировое признание благодаря своей дикой природе и был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть тасманийской дикой природы. Река Гордон и окружающее ее ущелье – одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей этой зоны. Центральное плато Тасмании – это область альпийских ландшафтов, испещренная сотнями озер, созданных древними ледниками. Этот регион важен для гидроэнергетики острова, так как здесь расположены крупные водохранилища и дамбы. Центральное плато также известно своими живописными лугами и лесами, создающими захватывающие панорамы. Восточное побережье Тасмании резко контрастирует с западным. Здесь преобладают мягкие холмы, песчаные пляжи и скалистые мысы. В этой части острова расположен знаменитый залив Фрейсине с розовыми гранитными скалами и прозрачными голубыми водами. Это один из самых популярных туристических регионов острова, благодаря его теплому климату и живописным пейзажам. Южная часть Тасмании – это сочетание горных массивов, густых лесов и обширных морских заливов. Здесь находится остров Брюни, известный своими скалистыми берегами и нетронутой природой. Рядом расположен южный мыс острова, который является самой южной точкой Австралии. Равнины на северо-западе острова известны своими плодородными почвами, благодаря которым этот регион стал сельскохозяйственным центром Тасмании. Здесь преобладают мягкие холмы и широкие долины. Тасмания обладает выдающимся геологическим разнообразием. На острове встречаются древние осадочные, метаморфические и магматические породы, а также реликтовые формации, которые являются свидетельствами длительных геологических процессов. На юге-востоке острова, в районе Тасманского полуострова, можно увидеть впечатляющие геологические образования, такие как вертикальные базальтовые столбы, например, известные скалы Тасман-Арч и Дьявольская кухня. Климат острова умеренный океанический, что способствует формированию густых лесов, в том числе уникальных дождевых лесов, где растут древовидные папоротники и эвкалипты. Здесь также обитают редкие и эндемичные виды животных, такие как тасманский дьявол. Ледниковая активность сыграла ключевую роль в формировании современного рельефа Тасмании. Большинство озер и долин на острове – результат древнего оледенения. Особенно это заметно в национальном парке Крейдл Маунтин, Лейк Сент-Клэр, где ледники вырезали глубокие долины и оставили после себя характерные морены. Природные ландшафты Тасмании играют важную роль в культуре и экономике острова. Национальные парки и охраняемые территории
привлекают туристов со всего мира, а природные ресурсы, такие как пресная вода, леса и сельскохозяйственные земли, поддерживают экономику. Тасмания также является важным научным объектом, где исследуются процессы сохранения биоразнообразия, изменения климата и восстановления экосистем. Уникальный ландшафт острова вдохновляет художников, писателей и фотографов, создавая богатое культурное наследие. Тасмания, расположенная к югу от материковой Австралии, обладает уникальным климатом, который отличает ее от остальной части страны. На острове преобладает умеренно океанический климат, что создает мягкие и влажные погодные условия в течение всего года. Климат Тасмании играет важную роль в формировании ее природных ландшафтов, биоразнообразия и образа жизни местных жителей. Остров находится в южном умеренном поясе, что объясняет ее относительно мягкий климат по сравнению с континентальной Австралией. Средняя годовая температура варьируется от +7 в горах до +16 в низинах и прибрежных районах. Благодаря океаническому климату на острове отсутствуют экстремальные температуры, характерные для Центральной Австралии. Лето здесь прохладное, а зимы относительно мягкие, хотя в горных районах возможны заморозки и снег. Лето в Тасмании мягкое, с умеренно теплыми температурами. Средняя дневная температура колеблется от +17 до +23. Однако в некоторых районах, особенно в восточной части острова, она может подниматься и до +30. Это время года считается самым солнечным, и восточное побережье острова, включая популярный залив Фрейсина, становится центром туристической активности. Осень характеризуется постепенным охлаждением и уменьшением количества солнечных дней. Температуры снижаются до +10-15 градусов, а в некоторых районах острова увеличивается влажность. Леса Тасмании в это время года окрашиваются в яркие осенние цвета, что привлекает любителей природы и фотографов. Зима в Тасмании прохладная и влажная. Средние температуры варьируются от +3 в горах до +11 в прибрежных районах. В центральных высокогорных районах, таких как Крэдл Маунтин, часто выпадает снег, что делает их популярным местом для зимнего туризма. В это время года на острове наблюдаются сильные ветры, особенно на западном побережье, которое открыто доминирующим западным воздушным потоком. Весна приносит постепенное потепление и увеличение количества солнечных дней. Температуры возвращаются к уровням +12-18 градусов. Это время цветения местной флоры, включая знаменитые дикие цветы в альпийских районах. Однако весна также известна своей переменчивой погодой. Солнечные дни могут внезапно сменяться дождем и ветром. Климат Тасмании значительно варьируется в зависимости от региона из-за сочетания сложного рельефа и воздействия океана. Запад Тасмании является самым влажным регионом острова, где ежегодно выпадает до 2400 мм осадков. Эти территории часто подвергаются воздействию сильных ветров и дождей, которые приходят с Южного океана. Именно здесь находятся густые дождевые леса, благодаря чему этот регион имеет статус одной из самых экологически ценных зон в мире. В центральных высокогорных районах климат значительно холоднее, чем на остальной части острова. Зима здесь сопровождается снегопадами, а лето прохладное. Этот регион характеризуется большим количеством ледниковых озер и торфяных болот. Восточная часть острова более солнечная и сухая. Здесь выпадает от 600 до 1000 мм осадков в год. Районы, такие как Bay of Fires и Фрейсина, известны своим теплым климатом и стабильной погодой, что делает их популярными туристическими направлениями. Южная Тасмания имеет умеренный климат с мягкими зимами и прохладным летом. Город Хобарт, столица штата, находится в этом регионе и отличается относительно сухой погодой. Северо-запад известен своими плодородными почвами и умеренно теплым климатом. Здесь наблюдается больше солнечных дней, чем в западной части, что делает северо-запад привлекательным для сельского хозяйства. Южный океан оказывает значительное влияние на климат Тасмании.
Океанические течения и ветры регулируют температуры, а также приносят обильные осадки на западное побережье. Доминирующие западные ветры, известные как ревущие сороковые широты, особенно ощущаются в западных и южных районах, создавая суровые погодные условия. Тасмания является одним из самых влажных регионов Австралии. Хотя уровень осадков варьируется в зависимости от местности, в среднем на острове выпадает от 600 до 200 400 мм осадков в год. Осадки распределяются равномерно в течение года, хотя зима и весна обычно более дождливые. Хотя климат Тасмании относительно мягкий, остров подвержен сильным ветрам, штормам и резким изменениям погоды. На высокогорье возможны внезапные снегопады, даже в летние месяцы. Иногда остров испытывает воздействие циклонов, приходящих с северо-востока, хотя они менее интенсивны, чем на материке. Тасмания имеет уникальную демографическую историю и состав населения. С древних времен, когда остров населяли аборигены, до колониального периода и современности, численность, структура и культура населения Тасмании претерпели значительные изменения. Сегодняшняя демографическая картина острова отражает сочетание богатого наследия и современных тенденций. Первыми жителями Тасмании были тасманийские аборигены, которые заселили остров более 40 тысяч лет назад. Они переселились сюда по суше во время ледникового периода, когда Тасмания была соединена с материком. После повышения уровня моря около 10 тысяч лет назад Тасмания стала изолированным островом, что привело к формированию уникальной культуры и образа жизни коренных народов. На момент прибытия европейцев в начале XIX века численность аборигенного населения Тасмании составляла по разным оценкам от 4 до 6 тысяч человек. Они жили небольшими племенами, занимались охотой, собирательством и рыболовством, поддерживая тесную связь с природой. Однако европейская колонизация привела к катастрофическим последствиям для коренных народов из-за насильственного переселения, вооруженных конфликтов, болезней и культурного подавления. К середине XIX века численность аборигенного населения значительно сократилась, и культура тасманийских аборигенов оказалась на грани исчезновения. Сегодня потомки тасманийских аборигенов живут в разных частях острова, и их численность оценивается в несколько тысяч человек. Многие из них активно участвуют в возрождении культурных традиций, сохранении языка и продвижении прав коренного населения. По данным последней переписи населения, в 2021 году численность населения Тасмании составляла около 540 тысяч человек, что делает ее самым малонаселенным штатом Австралии. Плотность населения также является одной из самых низких в стране, примерно 8 человек на квадратный километр, что объясняется обширными территориями дикой природы и горными районами, непригодными для жизни. Большая часть жителей Тасмании сосредоточена в городах и на прибрежных территориях. В основные населенные пункты входят Хобарт, столица и крупнейший город Тасмании с населением около 240 тысяч человек. Хобарт является культурным, экономическим и административным центром города. Лансестон – второй по величине город с населением около 93 тысяч человек. Этот город известен своей исторической архитектурой и природными достопримечательностями. Берни и Девенпорт – крупные города на северо-западном побережье, важные промышленные и транспортные центры. Меньшая часть населения проживает в сельских районах и на удаленных территориях, многие из которых находятся вблизи национальных парков и природоохранных зон. Современное население Тасмании преимущественно состоит из потомков европейских переселенцев, главным образом из Великобритании и Ирландии. Более 85% жителей Тасмании идентифицируют себя как потомки европейцев. Однако за последние десятилетия в демографическом составе начали проявляться изменения благодаря миграции из Азии, Африки и других регионов. Аборигенное население составляет около
5% от общего числа жителей острова, что выше среднего показателя по Австралии. Это связано с растущим признанием аборигенного наследия и культурных корней среди местных жителей. Население Тасмании отличается высокой долей пожилых людей. Средний возраст жителей составляет около 42 лет, что является одним из самых высоких показателей в Австралии. Около 20% населения – это люди старше 65 лет, что отражает проблему старения населения, характерную для всего острова. Прирост населения Тасмании относительно невысокий и составляет менее 1% в год. Основные причины медленного роста включают низкий уровень рождаемости и миграции. Однако в последние годы наблюдается увеличение числа переселенцев, особенно из других штатов Австралии, что связано с доступной стоимостью жилья и высоким качеством жизни на острове. Экономика Тасмании традиционно основывается на сельском хозяйстве, рыболовстве, добыче полезных ископаемых и туризме. Эти отрасли играют важную роль в занятости местных жителей. В последние годы остров также стал развивать такие направления, как возобновляемая энергетика, креативные индустрии и технологии, что привлекает молодых специалистов и предпринимателей. Высокий уровень экологической осведомленности и любви к природе среди жителей Тасмании отражается в их образе жизни. Остров известен как одно из самых чистых мест на планете, что дополнительно стимулирует интерес туристов и мигрантов. Население Тасмании гордится своим культурным наследием, которое сочетает традиции коренных народов и европейских переселенцев. На острове проходят многочисленные культурные мероприятия, такие как фестивали музыки, искусства и еды. Одним из самых известных событий является фестиваль Даркмофа, который ежегодно проводится в Хобарте и сочетает современное искусство и традиционные обряды. Население Тасмании, хотя и немногочисленное, представляет собой уникальное сочетание культур, историй и современных тенденций. Изолированность острова и близость к природе формируют особый образ жизни его жителей. Несмотря на демографические вызовы, такие как старение населения и медленный рост, Тасмания остается привлекательным местом для жизни и вдохновляет своими традициями, дружелюбной атмосферой и глубоким уважением к природе. Тасмания является домом для уникальной флоры и фауны, значительная часть которых встречается только на этом острове. Изоляция Тасмании в течение миллионов лет и ее разнообразные климатические условия способствовали формированию экосистем, которые не имеют аналогов в мире. Растительный мир Тасмании чрезвычайно разнообразен. На острове встречаются дождевые леса, альпийские луга, эвкалиптовые редколесья и торфяники. Многие растения являются эндемичными, то есть произрастают только на этом острове. Тасмания – место обитания одного из самых древних видов растений на планете. Одним из таких видов является антарктический бук, который произрастал еще в эпоху Гондваны, когда Тасмания была частью суперконтинента. Эти деревья можно найти в густых дождевых лесах западной и южной части острова. Эвкалиптовые деревья – символ Австралии, занимают значительную часть территории Тасмании. Одним из самых известных видов является королевский эвкалипт, достигающий высоты до 100 метров. Эти деревья являются одними из самых высоких на Земле. Западная часть Тасмании покрыта густыми дождевыми лесами, в которых произрастают древовидные папоротники, мхи и лишайники. Здесь можно увидеть уникальное растение – хьюонская сосна, которая является живым фасилием. Возраст некоторых деревьев достигает 2000 лет. На центральном плато и в горах растет уникальная альпийская флора, включая морозоустойчивые кустарники, травы и мхи. Эти растения адаптировались к суровым условиям высокогорья, включая сильные ветры и низкие температуры. Весной и летом в Тасмании цветут многочисленные дикие цветы, такие виды как синеголовник и триглодиновые лилии, которые украшают луга яркими красками. Животный мир Тасмании не менее уникален, чем ее растительность.
Благодаря изоляции острова здесь сохранились виды, которые давно вымерли на материке. Тасмания является домом для некоторых видов сумчатых, которые не встречаются больше нигде. Тасманийский дьявол – крупнейший хищный сумчатый в мире. Этот зверек известен своим мощным укусом и громким рычанием. Сегодня тасманийский дьявол находится под угрозой исчезновения из-за заболевания, известного как лицевая опухоль. Кузу-сумчатый кускус – ночной травоядный зверек, обитающий в лесах острова. Тасманийский тигр или тилоцин. Некогда широко обитал на острове, но считается вымершим с 1936 года. Несмотря на это, до сих пор поступают сообщения о возможных встречах с этим животным, что остается предметом споров. На острове обитает более 200 видов птиц, 12 из которых являются эндемиками. Среди них тасманийский крапивник, одна из самых маленьких птиц Австралии. Или чернолобый кустарниковый попугай, ярко-зеленая птица, находящаяся под угрозой исчезновения. Прибрежные зоны острова являются важным местом остановки для перелетных птиц, таких как альбатросы и буревестники. Тасмания является местом обитания 3 видов змей – тигровой, медноголовой и белогубой. Все они ядовиты, но встречи с людьми редки. Среди земноводных выделяются редкие виды лягушек, таких как тасманийская лягушка-крикливик, обитающая в горных районах. Прибрежные воды Тасмании богаты морскими обитателями. Здесь можно встретить морских котиков, дельфинов и китов. Коралловые рифы вокруг острова служат домом для многочисленных рыб, моллюсков и ракообразных. На острове обитают уникальные насекомые, включая редкого гигантского тасманийского палочника, а также разнообразные виды бабочек и жуков, адаптированных к различным климатическим зонам. Богатая и уникальная природа Тасмании находится под угрозой из-за изменения климата, вырубки лесов и воздействия человека. Однако более 40% территории острова находится под охраной, включая национальные парки, заповедники и районы всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти меры помогают сохранить редкие виды растений и животных, а также уникальные экосистемы. Особое внимание уделяется программе сохранения тасманийского дьявола, включая разведение в неволе и защиту его естественной среды обитания. Также ведутся работы по защите редких видов птиц и восстановлению деградированных лесов. Флора и фауна Тасмании представляют собой уникальную часть мирового природного наследия. Изолированное расположение острова позволило сохранить редкие виды растений и животных, многие из которых невозможно встретить больше нигде. Эта природная сокровищница не только вдохновляет ученых и туристов, но и напоминает о необходимости бережного отношения к экосистемам, чтобы сохранить это богатство для будущих поколений. Тасмания привлекает путешественников своим уникальным природным ландшафтом, богатой историей и культурными достопримечательностями. Здесь вы найдете как древние леса и горные вершины, так и уютные города с колониальной архитектурой и современное культурное пространство. Рассмотрим главные достопримечательности Тасмании, которые делают ее особенным местом на карте мира. Национальный парк Кредл Маунтин, Лейк Сен-Клэр. Этот национальный парк – сердце Тасмании и часть территории всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные достопримечательности парка включают гору Кредл Маунтин, культовая вершина, популярная среди альпинистов и фотографов. Озеро Сент-Клэр, самое глубокое пресноводное озеро Австралии. Его кристально чистая вода окружена дикими лесами и горами. Тропа Overland Track, один из самых известных пешеходных маршрутов в Австралии, длиной около 65 километров, который проходит через живописные ландшафты парка. Национальный парк Фрейсини на восточном побережье славится своими гранитными скалами розового цвета, песчаными пляжами и бирюзовыми водами. Самая известная достопримечательность – залив Вайнгласс-Бэй, который входит в число лучших пляжей мира.
Изюминка – видовая точка, с которой открывается потрясающий вид на залив в форме бокала для вина. На западном побережье Тасмании среди дождевых лесов протекает величественная Гордонская река. Экскурсии на реке на катерах позволяют увидеть древние леса, водопады и следы первых поселенцев. Остров Брунсвик, расположенный у южного побережья Тасмании, славится нетронутой природой. Здесь можно увидеть редкие виды птиц, белые песчаные пляжи и уникальные прибрежные ландшафты. Древние дождевые леса на плато Таркуин в западной части Тасмании являются одним из самых старых природных объектов острова. Здесь произрастают деревья, возраст которых достигает 2000 лет, включая знаменитую хьюонскую сосну. Порт Артур – одно из самых известных исторических мест Австралии. Это бывшая тюрьма XIX века, где содержались особо опасные преступники. Сегодня это музейный комплекс, который погружает посетителей в мрачное прошлое колониальной эпохи. Здесь можно прогуляться по руинам, увидеть старинные здания и посетить остров мертвых, где находилось кладбище заключенных. Столица Тасмании – Хобарт. Это место, где история и современность переплетаются в гармонии. Саламанка Плейс – историческая часть города с колониальной архитектурой. Здесь каждую субботу проходит рынок, где можно купить сувениры, местные продукты и изделия ремесленников. Музей Мона – одна из главных культурных достопримечательностей Тасмании. Этот современный музей поражает необычной архитектурой и провокационными экспозициями. Исторический город Ричмонд, расположенный недалеко от Хобарта, славится своими старинными зданиями, мостом, построенным заключенными в 1820 году, и уютной атмосферой. Это место часто называют живым музеем Тасмании. Второй по величине город острова Ланцестон известен своей колониальной архитектурой и природным объектом – ущелье Катаракт. Здесь оборудованы пешеходные тропы, подвесные мосты и смотровые площадки с потрясающими видами. Фестиваль Даркмофа – это ежегодный фестиваль искусства и музыки, проводимый в Хобарте, привлекает тысячи туристов со всего мира. Тематикой фестиваля является тьма, свет и человеческая природа. Вы увидите необычные арт-объекты, музыкальные перформансы и массовые мероприятия. Город Куинстаун, расположенный в горной местности, знаменит своей промышленной историей, связанной с добычей меди. Сегодня он привлекает туристов своими суровыми ландшафтами и старыми шахтами. Залив Огней – это участок побережья на северо-востоке острова. Известен своими белоснежными пляжами, гранитными валунами с ярко-оранжевыми лишайниками и кристально чистыми водами. Здесь можно наслаждаться тишиной и уединением, а также заняться рыбалкой или дайвингом. Маяк Кейп-Брюни – один из старейших маяков Австралии, расположенный на острове Брунсвик. С его вершины открываются захватывающие виды на океан и скалистое побережье. Тасмания, расположенная в 240 километрах к югу от материковой части Австралии, славится своей уникальной природой и историей. Несмотря на островное положение, добраться сюда несложно, благодаря развитой транспортной инфраструктуре. Варианты путешествия включают авиаперелеты и морской транспорт. Рассмотрим каждый из них подробнее. Самый быстрый и удобный способ добраться до Тасмании – это самолет. Остров связан регулярными авиарейсами с крупными городами материковой Австралии. Большинство рейсов выполняются в столицу Тасмании Хобарт, а также в Ланцестон, второй по величине город острова. Мельбурн – ближайший крупный город к Тасмании. Время в пути на самолете составляет около 1 часа. Это самое популярное направление, и рейсы выполняются несколько раз в день. Перелет из Сиднея до Хобарта или Ланцестона занимает около 1,5–2 часов. Перелет из Брисбена занимает около 2,5 часов. Рейсы предлагаются на регулярной основе. Прямые рейсы из Аделаиды в Хобарт занимают около 2 часов. Из Перта, находящегося на западном побережье Австралии,
Перелет займет около 4,5 часов, обычно с пересадкой в Мельбурне. Для тех, кто предпочитает путешествовать морем или планирует взять с собой автомобиль, идеальным вариантом будет паром Spirit of Tasmania. Этот паром соединяет материковую часть Австралии, город Джилонг в штате Виктория, с северным побережьем Тасмании, город Девонпорт. Время в пути около 9-11 часов. Паром отправляется ежедневно, обычно в вечернее время. Летом, когда спрос увеличивается, добавляются дневные рейсы. Пассажиры могут путешествовать с личным автомобилем, велосипедом или мотоциклом. На борту есть каюты разного уровня комфорта, а также удобное кресло для бюджетных поездок. К услугам пассажиров рестораны, бары, игровые зоны для детей и смотровые площадки. Рекомендуется бронировать билеты заранее, особенно в летний сезон, с декабря по февраль, и на рождественские праздники. Как мы видим, добраться до Тасмании несложно, а само путешествие – это возможность насладиться живописными видами и комфортом. Независимо от того, выберете ли вы авиаперелет или поездку на пароме, Тасмания готова подарить вам незабываемые впечатления благодаря своей природной красоте и богатому культурному наследию. Ну вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие по Тасмании. Мы увидели потрясающие пейзажи, познакомились с удивительной природой, историей и атмосферой этого уникального острова. Если Тасмания вдохновила вас так же, как и меня, обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Напишите в комментариях, что больше вас всего впечатлило, и расскажите, куда бы вы хотели отправиться в следующий раз. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых приключений. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующих роликах.